Атоми – одинокий 30-летний фанат аниме, который работает в японской армии, чтобы купить себе подушку в виде девушки-аниме. Однажды, когда он ехал на аниме-фестиваль, открылись таинственные врата, из которых вышли бесчисленные ужасающие мифические существа, такие как драконы, рыцари в доспехах и эльфы. Они начали сеять хаос в городе, разрушая здания. В городе началась паника, и военные прибыли, чтобы взять ситуацию под контроль. Вскоре военные вертолеты начали стрелять по огнедышащим драконам, а наземные силы сражались с рыцарями и эльфами. В разгар хаоса Атоми испугался, что его любимый фестиваль отменят, если все это продлится слишком долго, поэтому он быстро взял ситуацию под контроль и побежал спасать людей. Он ударил ножом рыцаря, который нападал на полицейского. Затем он повел местных жителей и туристов в Королевский дворец, и когда все оказались в безопасности, присоединился к силам обороны и вступил в ожесточенную битву с мифическими существами. Мало кто знал, что Атоми принадлежит к элитной группе солдат, которые были специально обучены и внешне похожи на бойцов американской армии «Зеленые береты» и «Дельта». Через несколько дней после инцидента Атоми получил звание старшего лейтенанта за проявленную храбрость. Правительство Японии наградило его за то, что он сражался вместе с японскими силами обороны, чтобы победить странных захватчиков и предотвратить серьезную опасность в регионе Дзинза. Однако угроза нового вторжения еще не устранена, потому что врата все еще открыты, и два мира могут столкнуться в любой момент. Японское правительство решает отправить команду через врата, чтобы исследовать другой мир и раскрыть его тайны. Атами, бездельник, которого больше интересуют аниме и манга, чем военная служба, оказывается в составе этой специальной команды. Несмотря на его беззаботность, военная подготовка и глубокие познания в области истории персонажей аниме и манги делают его идеальным кандидатом для этой миссии. 3 месяца спустя с танками, войсками и тяжелой техникой специальная команда готовится войти в таинственные врата. Но оказавшись в другом мире, они видят лишь пустынный пейзаж, где нет ничего, кроме голой земли. Поначалу команда растеряна и не понимает, что происходит вокруг. Но они еще не знают, что попали в мир полный драконов, магии и мифических существ, которые прячутся в тени и только и ждут, чтобы показать свою истинную силу. Узнав о прибытии японской армии через врата, мистическая столица империи быстро переходит в режим боевой готовности. Король, обеспокоенный неизвестной угрозой, созывает срочное совещание с министрами, чтобы обсудить ситуацию и разработать план действий. Маркус Касл, королевский министр, обвиняет короля в гибели более половины королевской армии. В ответ император Ромулд быстро защищает свою позицию, заявляя, что он не будет сидеть сложа руки, пока военные лагеря неизвестного королевства приближаются к вратам, и приказывает вступить в бой. Несмотря на то, что министр Касл предупреждает, что битва приведет к кровопролитию, король приказывает своим министрам отправить послов в соседние королевства с просьбой о помощи в защите континента от неизвестных захватчиков из другого мира. Тем временем вожди племен узнают о прибытии японской армии и созывают совет с командирами. Когда вожди Дурана спрашивают об императорской армии, представитель императора лжет, говоря, что императорские войска сражаются с врагом на холме Арнас и не могут присоединиться к ним. Однако лорд Дурин, командующий армией, не верит ему, так как он не видел много врагов на холме Арнас. Представитель императора настаивает на том, чтобы атаковать врага на рассвете следующего дня. Как только приказ отдан, в лагере начинается хаос. Каждый командир хочет быть на передовой. Однако лорд Дурин чувствует опасность предстоящей битвы и решает оставить своих людей в тылу подальше от непосредственного сражения. На следующий день командиры армии Алгона и Мудвин говорят лорду Дурину, что они готовы атаковать, но все еще не видят императорскую армию. Поэтому они начинают наступление на японскую армию, но прежде чем они успевают атаковать, японцы наносят первый удар. Они сбрасывают бомбы и ракеты, убивая и раня около 10 солдат за одну атаку. После этого японская армия наносит второй удар, в результате которого погибает еще 40 солдат, а силы противника оказываются в хаосе. Ночью военачальники снова собираются в лагере и спрашивают лорда Дурина, не стоит ли им отступить, потому что они потеряли больше половины своих солдат и 2 важных командиров. Лорд Дюран отвечает, что бежать уже слишком поздно, и он не отступит, пока не отомстит за своих погибших товарищей. Он планирует вторгнуться на военную базу ночью, но японская армия застает их врасплох, когда они начинают жестокую атаку на них с помощью ракет. В этом массированном бою лорд Дурин получает жестокое ранение, а японскому спецназу снова удается убить более 60 тысяч солдат. Вскоре император узнает, что племенные армии потерпели поражение и отступают в свои деревни. Совершив жестокий поступок, он приказывает своему министру отравить их колодцы и сжечь их дома, гарантируя, что у племен не останется никаких ресурсов. Таким образом, племена останутся бессильными и не смогут снова восстать против императора. Внезапно дочь короля, принцесса Пинна, врывается в королевский двор и обвиняет короля в поражении их армии на холме Арс. Но чтобы заткнуть ей рот, король просит ее взять с собой несколько
солдат и понаблюдать за вражескими лагерями. На следующий день специальные силы обороны получают задание узнать больше о вражеском королевстве и его образе жизни. Для выполнения этого задания Атами назначается командиром своего взвода, и они отправляются в деревни, чтобы пообщаться с местными жителями и наладить дружеские отношения. Когда вечером они добираются до последней деревни, они потрясены, увидев лес, где находится поселение, обнаружен, охвачен сильным пожаром. Густой черный дым заволакивает небо, и когда Атами приглядывается повнимательнее, он замечает гигантского красного дракона, поджигающего лес. После того, как дракон улетает, Атами приказывает своим товарищам помочь потушить пожар и поискать выживших. Но когда они добрались до деревни, то обнаружили, что все жители погибли в огне. После этой изнурительной миссии Атами подходит к колодцу, чтобы набрать воды, но когда он опускает ведро, оно ударяется о дно. Заглянув в колодец, они с ужасом видят, что на дне лежит без сознания эльфийка. Не теряя времени, Атами спускается в колодец с помощью своих товарищей и вытаскивает девушку-эльфийку. Когда ее благополучно вытащили, медики сразу же отнесли ее в соседнюю палатку, чтобы оценить состояние. Они начали проверять ее жизненные показатели, внимательно следя за температурой тела и дыханием. Атами и один из его товарищей тем временем ждали снаружи, тихо и взволнованно сидя и надеясь на хорошие новости. Пока они ждали, Атами заметил, что его товарищ выглядит необычно взволнованным, и на его лице появился легкий румянец. Атами, всегда готовый подшутить, спрашивает, не влюбился ли его товарищ в эльфийку. Его товарищ, смутившись, собирался ответить, но тут из палатки выбежал медик и прервал их разговор. Медик сообщил, что температура тела эльфийки медленно приходит в норму и что ей больше ничего не угрожает. Эта новость принесла облегчение Атами и его товарищу. Однако медик все еще не знала, что делать дальше. Она повернулась к Атами и спросила, что им делать с эльфийкой теперь, когда она пришла в себя. Атами без колебаний ответил, что, учитывая разрушения, вызванные пожаром, они не могут просто оставить ее умирать. Поскольку ее поселение уничтожено, эльфийке некуда идти. Атами предложил взять ее с собой в качестве беженки. Медик без колебаний соглашается и быстро начинает готовиться к транспортировке эльфийки. Команда готова выдвигаться, чтобы обеспечить ее безопасность. По пути на станцию Анами они решают заехать в деревню Кота, прежде чем вернуться на военную базу. Через некоторое время они прибывают в мирную и красивую деревню, где Атами быстро встречается со старейшинами и рассказывает им о пожаре в лесу. И о том, что близлежащие поселения были полностью уничтожены. Он также объясняет, что за этим ужасным происшествием стоит огненный дракон, который сжигал все на своем пути. К счастью, им удалось спасти эльфийку. Но когда Атами спрашивает, можно ли ей остаться в деревне, старейшина Салли отказывается. Он объясняет, что они не могут принять эльфийку, и кроме того, жители деревни собираются как можно скорее покинуть ее, чтобы спастись от огненного дракона. Когда Атами спрашивает почему, староста отвечает, что, попробовав человеческую или эльфийскую плоть, дракон будет продолжать нападать на деревни и города. Тем временем на окраине деревни Кота находится дом волшебника по имени Ката, который тоже пытается покинуть деревню вместе со своей ученицей Лили. Но у них есть маленькая повозка, в которую не поместятся все книги по магии, поэтому Лили предлагает взять только самые важные. Они отправляются в путь и прибывают в деревню Кот, где все жители готовятся к отъезду. Но волшебник и его ученики вскоре узнают, что одна из повозок слишком тяжелая и у нее сломалась ось. Атами и его солдаты пытаются помочь с повозкой. Лёли никогда не видела солдат в странных костюмах, поэтому она быстро спрыгивает с повозки и бежит к Атами, чтобы рассмотреть его и его товарищей поближе. Но не успевает она добежать до Атами, как натыкается на полубессознательную девушку, которую осматривают медики из команды Атами. Лёли очарована этими странными людьми, но тут лошадь встает на дыбы и готова затоптать Лёли, но один из солдат стреляет в нее. Испуганная Лёли понимает, что эти странные люди спасли ее, и проникается к ним уважением. Позже один из солдат обеспокоенно спрашивает, не придется ли им заботиться об этих бездомных жителях деревни, ведь никто из королевской семьи или армии не придет им на помощь. Атами отвечает, что узнал от деревенских старейшин, что ни один из их военачальников не вернулся домой после того, как их отправили сражаться с японским спецназом в Арнес-Хилл. На следующее утро Атами и его отряд вместе с жителями деревни отправляются на поиски подходящего места для поселения. Один из товарищей спрашивает Атами, как долго жители деревни будут в бегах. Атами отвечает, что они будут бежать, пока не убедятся, что огненный дракон не придет. Он добавляет, что беженцы сталкиваются с такой же судьбой в любой части мира. Пройдя некоторое время, они видят, что еще одна повозка сломалась, и староста деревни просит хозяина взять все, что он может унести, и идти дальше, потому что они не могут позволить себе оставаться там надолго. К удивлению всех, Атами приказывает своему отряду сжечь повозку, а когда один из медиков возмущенно возражает, он спокойно отвечает, что сделал это, чтобы все были в безопасности. Он говорит, что семья, чья повозка сломалась, не захотела идти дальше, а он не может вызвать подмогу, потому что они уже далеко от линии фронта.
Если он вызовет подмогу, враг может напасть на них, и это приведет к большому сражению, а бедные жители деревни окажутся под перекрестным огнем. И это приведет к большим потерям среди людей и имущества. Внезапно водитель сообщает Томми, что к ним приближается стая ворон. Но когда он смотрит в бинокль, он видит, что среди них стоит красивая девушка в готическом стиле, такая же, как в его любимых аниме и манге. Увидев ее, несколько деревенских детей выпрыгивают из джипа и радостно бегут к ней. Хотя Тами не понимает ее языка, он видит, что девушка очень дружелюбна с детьми. Дети рассказывают ей, что они убегают из деревни из-за угрозы огненного дракона. Девушка с любопытством смотрит на Атами и подходит к джипу, с восхищением разглядывая странное транспортное средство и странных людей внутри. Дети уверяют ее, что Атами и его товарищи хорошие люди, потому что они помогли им спастись от огненного дракона. И она кокетливо просит Атами подвести ее, но Атами с трудом понимает ее язык и смотрит на нее как на дурочку. Без предупреждения девушка запрыгивает в джип и устраивается на коленях у Атами, а тот нервно задерживает дыхание. Его товарищи смотрят на них в недоумении, но девочка Лолита продолжает дразнить Атами, а он беспомощно просит ее слезть с него. Через некоторое время водитель сообщает Атами, что они добрались до Рочхилла, а значит, они довольно далеко от деревни. Атами выглядывает из окна джипа, чтобы посмотреть на оставшихся позади жителей деревни, но чувствует, что становится все жарче и неуютнее. Присмотревшись к солнцу, он видит тень дракона, летящего к ним, и испуганный Томми кричит во все горло. Но вдруг маленького дракона съедает еще более крупный дракон. К их ужасу оказывается, что это огненный дракон. Дракон начинает дышать огнем на жителей деревни и их вещи, заставляя их спасаться бегством. На холме начинается хаос, когда жители деревни в страхе разбегаются, чтобы спастись от кровожадного дракона. Дракон ломает повозки, гонится за детьми и поджигает все вокруг. Атами быстро приходит в себя и приказывает своему отряду отвлечь внимание дракона, чтобы он мог выстрелить в него. Вскоре он начинает стрелять в дракона из пулемета, но дракон дышит огнем в их сторону, и Атами понимает, что у них нет шансов против драконьего пламени. Услышав громкие звуки и выстрелы, эльфийка просыпается и быстро просит Атами отвлечь дракона, и Атами приказывает своему отряду целиться в глаз дракона. Вскоре в глаз дракона попадает граната, но она почти не попадает в цель. Итак, девочка Лолита выпрыгивает из джипа и стреляет в дракона. Ее смелый поступок дает время, чтобы граната попала в цель. Вскоре ракета попадает в дракона, и он, корчась от боли, исчезает в небе. Расправившись с драконом, солдаты хоронят тела погибших жителей деревни и молятся за упокой их душ. Вскоре Атами оборачивается и видит маленькую девочку, которая плачет над телами своих родителей. Он пытается ее успокоить. Позже один из солдат говорит Атами, что некоторые жители деревни останутся в домах своих родственников неподалеку, а остальные найдут приют в ближайшем городе или деревне. Атами подходит к старейшине деревни и спрашивает его о детях-сиротах, но тот холодно отвечает, что они не могут о них позаботиться, потому что им самим нужна помощь. Тогда Атами решает забрать осиротевших детей с собой в лагерь она, и все смотрят на него с радостными улыбками. Эльфийке снится кошмар, в котором она видит, как огненный дракон разрушает ее мирную лесную деревню. Во сне она вспоминает, как отец в панике несет ее к деревенскому колодцу и бросает туда, чтобы уберечь от огненного хаоса. Она резко просыпается, в панике оглядывается по сторонам, но быстро успокаивается, когда понимает, что она с Атами и его отрядом героев. Вскоре они добираются до холма Арнест, и командир Атами отчитывает его за то, что он привел в лагерь кучу сирот. Атами спрашивает, не было ли это плохой идеей, и офицер отвечает, что это определенно была плохая идея. В Японии командующий получает подробный отчет от спецназа о ходе операции в мифическом королевстве. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются Атами и его команда, языковой барьер, так как местные жители говорят на совершенно другом языке. Несмотря на это, команде удалось наладить мирные отношения с несколькими деревнями. Они узнали, что каждой деревней управляет староста, но политическая структура королевства остается неясной. Королевство в значительной степени полагается на сельское хозяйство, и большинство его жителей, как и в Японии, люди, что дает им общие черты. Командира заинтересовала новость о том, что Атами привез с собой группу детей-сирот. Это может показаться странным, но командир видит в этом возможность. Он решает отправить детей в Японию через врата. Изучая их язык, поведение и обычаи, они надеются глубже понять культуру и образ жизни королевства. Эта информация поможет улучшить коммуникацию и укрепить доверие между двумя мирами. Командир считает, что этот шаг необходим для установления более тесных связей и обеспечения мирного взаимодействия в будущем. На другой стороне врат старший офицер не рассказывает Атами о планах командира и просто приказывает ему самому позаботиться о беженцах и держать их под наблюдением. Атами выходит из кабинета старшего офицера и дает своим товарищам поручение.
Курибаеси и Куракаве нужно принести еду из столовой, Курати и Тамине взять палатки у инженера на посту, а он займется бумажной работой. Сказав это, Атами отпускает всех и уходит, опустив голову. Но вдруг лейтенант Янагита, его бывший сослуживец, просит его подняться на крышу. Он спрашивает Атами, не специально ли тот потерял дракона и привел беженцев, потому что у него доброе сердце. Но Атами нервно отрицает это, говоря, что это произошло из-за изменения погодных условий в этом месте. Янагита серьезно говорит ему, что это место их особая ценность, потому что здесь есть ресурсы и нет загрязнений. Здесь даже есть залежи полезных ископаемых, которые помогут развитию экономики Японии. Но правительство мало что об этом знает и не знает, как поступить с этим регионом. Он смотрит на Атами и спрашивает, стоит ли из-за этого особого региона настраивать против себя половину мира. Этот регион может стать для них шансом отделиться от Японии и начать здесь новую жизнь, но им все равно нужно подумать об этом. Он заявляет, что Атами получит гораздо больше свободы действий, потому что именно он привел беженцев, и у него более тесная связь с местными жителями. На следующий день Атами собирает всех беженцев и просит их представиться, чтобы записать их имена в реестр. Затем он приказывает своим людям построить дома для беженцев и просит их пройти в лагерь, потому что бульдозеры и краны опасны. Вскоре наступает время обеда, и все беженцы собираются за столом, уставленным вкусной едой. Волшебник Кайдо радостно кричит, попробовав кусочек японского хлеба, а его помощница Лёли с любопытством осматривает стол и пытается запомнить названия разных блюд. Она быстро складывает руки в молитвенном жесте, потому что солдаты специального подразделения перед едой всегда так делают. Через несколько дней Атами наконец-то удается организовать для мужчин и женщин в специальном регионе горячие ванны. Эта маленькая роскошь очень поднимает боевой дух беженцев и солдат, даря им редкие минуты покоя и отдыха от постоянного стресса. Ванны быстро становятся любимым местом для всех, где они могут расслабиться, поболтать и почувствовать себя как дома, несмотря на трудности в этом мифическом мире. Однажды вечером Лили, эльфийка и Рори, готическая жрица, вместе принимают ванну. Во время разговора Тука впервые узнает, что это Томми спас ей жизнь. Смущенная и взволнованная, она говорит, что хочет отблагодарить его и остальных за доброту. Но она чувствует вину за то, что не сделала этого раньше, и стыдливо опускает голову. Рори, всегда веселая и мудрая, успокаивает Тугу теплой улыбкой. Она напоминает ей, что все здесь потеряли что-то важное – семью, друзей, дом, и что доброта в такие времена не требует ничего взамен. Слова Рори успокаивают Тугу, помогая ей справиться с печалью. Солдаты и бойцы специального подразделения, воины из страны под названием Япония. А за воротами есть и другие страны, кроме Японии, и целый новый мир, о котором они ничего не знают. В другой части королевства принцесса Пеня навещает лорда Дурана, который лежит в постели, тяжело раненый в недавней битве с японской армией. Его правая рука и нога ампутированы, и его некогда могучее тело теперь стало уязвимым и беспомощным. Когда принцесса входит в комнату, она сообщает Дурану, что пришла узнать о событиях на холме Арнё. До нее дошли слухи, что в гостинице находится высокопоставленный человек, и ей стало любопытно. Однако лорд Дуран сразу же замечает, что она не в курсе событий, произошедших несколько месяцев назад. Он спрашивает, как она могла не знать о том, что там случилось. Пиня, удивленная его обвинением, признается, что не знала о ситуации и не понимала, насколько все серьезно на холме Арнё. Дуран с растущим раздражением рассказывает принцессе правду о том, что произошло, и говорит, что император знал об угрозе, которую представляли союзные армии. Вместо того, чтобы противостоять этой опасности напрямую, император решил использовать японскую армию для уничтожения союзных армий, прекрасно понимая, что это рискованно. Дуран ясно дает понять, что настоящий враг не японская армия, а император и его тайные планы. По словам Дурана, император давно знал, что союзные армии представляют серьезную угрозу для империи, и чтобы устранить эту угрозу, он использовал японскую армию как пешку в большой игре. Это откровение шокирует принцессу. Она всегда высоко ценила своего отца, верила в правильность его решений и благородные цели империи. Теперь она столкнулась с суровой реальностью. Возможно, ее отец манипулировал событиями ради собственной политической выгоды, используя войну как средство укрепить свою власть и устранить потенциальных противников. По мере того, как принцесса Пинна слушает слова Дурана, она начинает понимать, что ее отец-император, возможно, не был таким добрым правителем, каким она его всегда считала. Вместо того, чтобы защищать королевство от внешних захватчиков, император, похоже, строил свои собственные планы на будущее. И эти планы, возможно, включали в себя принесение в жертву множества людей ради укрепления его власти.
Дуран, разочарованный и озлобленный, говорит принцессе, что если она действительно хочет понять, что произошло на холме Арнес и насколько ее отец был предателем, то ей нужно самой посетить холм. Только тогда она сможет своими глазами увидеть, какой ущерб был нанесен и что на самом деле стояло за действиями императора. Холодный тон Дурана заставляет принцессу задуматься, что же она обнаружит, когда отправится на холм она. Когда Пена покидает комнату лорда Дурана, ее мысли в смятении, и она разрывается между верностью своему отцу и неприятным осознанием того, что все, что она знала о своем королевстве, могло быть ложью. Слова Дурана продолжают звучать у нее в голове, и она начинает сомневаться в своей роли в империи и в том, может ли она по-прежнему доверять окружающим. Принцесса выходит из гостиницы и говорит своим товарищам, что им нужно отправиться в Арнас, и приказывает своей помощнице Норме попросить главный отряд отправиться на холм. Тем временем Атами полностью погружен в мир манги, с удовольствием читает веб-новеллу и наслаждается каждой страницей, словно забыв о реальном мире. Он настолько увлечен своим фантастическим путешествием, что даже не замечает окружающих. Но его покой вскоре нарушается, когда Медик и Курибаеси оба с серьезным видом пинают его под зад, чтобы вывести из транса, в который он погрузился, читая мангу. Медик хочет сообщить Атами что-то важное. Он говорит, что девушка-эльф Чука в последние дни ведет себя странно. Кажется, что Чука просит двойную порцию всего: еды, воды, даже одежды. Сначала это не казалось чем-то необычным, но есть нюанс. Чука всегда оставляет одну порцию нетронутой, а другую съедает сама. Никто не знает почему. Еще больше все запутывает то, что она просит одну порцию специально для мужчины. Но команда не может понять, кто этот мужчина и почему она настаивает на этом. Из-за языкового барьера понять поведение Чуки тоже сложно. Поскольку она не говорит по-японски, она не может полностью объяснить свое поведение команде. Даже волшебник Ката, который немного знает об эльфах, тоже ничего не понимает. Он упоминает, что Чука — редкий вид эльфов, о котором мало что известно, и это еще больше усложняет ситуацию. Атами, пытаясь разобраться во всем этом, понимает, что с Чукой что-то не так. На следующее утро Рори приходит к Чуке и радостно сообщает, что ей нравится проводить время с японскими военными. Несмотря на то, что они живут во временном жилье, там есть все необходимое: еда, вода и даже ванна. Она признается, что начинает предпочитать это место лесу, где они раньше жили. Но когда она смотрит на Чуку, ища одобрения, то замечает грусть в глазах подруги. Чука вздыхает и объясняет, что однажды им придется самим о себе заботиться, и она не знает, как выжить в одиночку. Она даже боится, что если что-то пойдет не так, ей придется продать себя солдатам с холмов, чтобы выжить. Рори потрясена и пытается ее успокоить, но прежде чем она успевает что-то сказать, появляется Лёли и говорит, чтобы они шли за ней. Три девушки направляются в безлюдное место, где повсюду разбросаны мертвые драконы. Лей объясняет, что однажды он попросил ее собрать драконью чешую. Когда Шука спрашивает, стоит ли эти чешуйки хоть чего-то, Лёли уверяет ее, что хотя силам обороны они не нужны, им никогда не придется продавать себя ради еды, как боялась Шука. На следующий день Атами говорит Кирате, что собирает драконью чешую, чтобы помочь беженцам научиться торговать в особом регионе. Его цель — научить их заботиться о себе и выживать самостоятельно, не полагаясь на других. Доброта Атами не осталась незамеченной Чукой, и она искренне благодарна ему за помощь. Затем они все садятся в джип и отправляются в Италику, готовые ко всему, что их ждет. Пока Атами и его команда едут в Италику, Куруда внезапно сообщает ему, что с ближайшей горы поднимается густой дым. Атами спрашивает Куруду, есть ли там дорога, ведущая к дыму, и Куруда указывает на дорогу, которая ведет прямо к горам. С его опытом Атами быстро понимает, что дым идет из района вокруг Италики. Лелли предполагает, что это может быть из-за большого пожара в этом районе. Осознавая серьезность ситуации, Атами приказывает своим людям быть начеку и внимательно следить за происходящим, а также за небом. Пока Атами разговаривает, Рори взволнованно облизывает губы и говорит, что чувствует запах крови. Оказывается, принцесса Пина и ее отряд нападают на королевство Италика. Повсюду видны мечи, кровь и тела. После того, как войска принцессы захватили замок, все успокаивается. Ее помощник, растерянно глядя на нее, спрашивает, почему они сражаются с бандитами и Италикой. Пина, явно расстроенная, стискивает зубы и признается, что она также ничего не понимает, как и ее помощник. Ей сказали, что на территории напала группа вооруженных захватчиков. Принцесса злится, потому что ее дезинформировали, что японские войска вторглись на территорию, и она поспешила в Италику. Но когда она приехала, то обнаружила только трупы своих солдат, которые стали бандитами. Она приказывает своему помощнику сказать всем, чтобы они не расслаблялись и были готовы к новым нападениям. Она также просит избавиться от тел убитых бандитов и построить надежные баррикады. Она отправляет сообщение королевской армии, которая прибудет на помощь через 3 дня.
Сказав это, принцесса направляется в покои замка, где дворецкий спрашивает ее, можно ли избежать новых сражений. Принцесса отвечает, что если они прекратят сражаться, то потеряют все, их люди погибнут, а женщин изнасилуют. Поэтому, чтобы этого избежать, им нужно сражаться изо всех сил, чтобы выжить. Сказав это, принцесса уходит в свои покои отдохнуть, попросив дворецкого и горничную сообщить ей, если произойдет что-то важное. Она чувствует себя несчастной, когда ложится в постель, не в силах справиться с разочарованием. Она и представить себе не могла, что ее первая битва закончится поражением. В детстве она всегда мечтала стать величайшим рыцарем королевства и обучалась у лучших наставников. Ее целью было создать свой собственный рыцарский орден с помощью своего наставника Грея. После 7 лет упорного труда она наконец основала свой орден, но отец никогда не разрешал ей участвовать в настоящих битвах. Вместо этого ее рыцарский орден использовался только для церемоний и в качестве почетного караула. Через несколько часов горничная и дворецкий будут ее, сообщая срочные новости. Они говорят, что к воротам замка подъехала группа людей, но они не знают, друзья это или враги. Принцесса быстро встает и бежит к воротам. Заглянув в глазок, она видит джип и выходящих из него людей. Присмотревшись, она понимает, что это не просто группа воинов, а среди них Лили, настоящая волшебница, Рори, печально известный жнец и редкая эльфийка. Она стоит перед выбором – открыть ворота незнакомцам или прогнать их, потому что они могут быть врагами. Поразмыслив немного, принцесса решает открыть ворота, и как только она это делает, торопливо уходит. Афла ругает ее за то, что она такая глупая, и открыла ворота, не подумав, что кто-то может стоять рядом. Вскоре Атами просыпается и просит своих товарищей быть наготове, а сам свяжется с ними, когда понадобится. Он смотрит на принцессу и просит ее объяснить, что происходит. Принцесса Пинна рассказывает, что город-крепость Италика находится на пересечении дорог Тессер и Апия, что делает его важным торговым центром. Благодаря своему выгодному положению Италика процветала на протяжении многих поколений, управляемая императорской знатью. Но все изменилось, когда неожиданно скончался последний правитель города, оставив после себя 3 дочерей, которые вскоре начали ожесточенную борьбу за власть. Старшие и средние дочери, обе были замужем за влиятельными семьями, продолжали бороться против младшей сестры Муи за право править. Борьба за власть между сестрами становилась все более ожесточенной, и никто не мог установить четкое лидерство. Ситуация ухудшилась, когда империя отправила войска в другой мир. Каждая дворянская семья должна была отправить своих солдат для участия в битве. Но, к сожалению, ни один из командиров не вернулся. Силы города были истощены, и некому было защищать его, поэтому безопасность в Италии быстро падала. Бандиты и вражеские силы воспользовались слабостью города, и даже оборона его стен становилась все более сложной задачей. Жители Талакии, некогда оплота власти, теперь жили в страхе, пока продолжалась борьба за власть. Вскоре принцесса Пинна открывает двери в зал. Войдя в комнату, Атами и остальные с удивлением видят младшую дочь, принцессу Муи, сидящую на троне. Младшей принцессе всего 11 лет. Она слишком юна, чтобы стать следующим правителем и взять на себя эту безумную ответственность. Пиня говорит им, что принцесса Муи очень молода, поэтому ее просят временно взять на себя управление королевством. Позже Атами говорит Пиня, что поможет Италии и принцессе Муи, потому что из-за сложившейся ситуации всем приходится нелегко. Им нужно установить мир, чтобы продавать драконью чешую и зарабатывать на жизнь. Принцесса разрешает Атами и его команде взять под контроль южные ворота и помочь им. Вскоре Атами размещает своих солдат на крыше замка и внимательно осматривает окрестности. Вскоре он замечает группу людей и лошадей, которые называются разведчиками врагов, нападающих на южные ворота. Его товарищ сообщает ему, что у врага недостаточно людей, чтобы окружить город, а северная сторона упирается в крутой обрыв. Поэтому они, вероятно, разместят свои войска у 3 ворот. Атами немного волнуется, потому что у него всего 12 солдат для охраны южных ворот, и теперь они не могут отступить, потому что уже предложили помощь принцессе. Атами быстро приказывает своим войскам занять позиции, убедившись, что они расставлены правильно. В полночь враг совершает внезапную атаку с восточных ворот, и Атами быстро понимает, что бандиты не нацелились на южные ворота, потому что они не просто обычные преступники, нападающие на солдат. Тем временем принцесса и ее отряд рыцарей ведут ожесточенный бой с другой группой бандитов у восточных ворот. С наступлением темноты на замок начинают сыпаться стрелы, вызывая панику среди защитников. Ситуация становится все более напряженной, когда они понимают, что бандиты не одни, и с ними колдун, который присоединился к нападению, что делает конфликт еще более опасным. Между защитниками и бандитами начинается жестокая битва, в которой обе стороны несут большие потери. Принцесса, наблюдая за разворачивающимся перед ней кровопролитием, потрясена бессмысленной жестокостью. Ее рыцари изо всех сил пытаются удержать ситуацию под контролем, а защитники замка уже на пределе. Вид падающих людей наполняет принцессу чувством беспомощности и вины. Она отчаянно хочет позвать Атами и его команду на помощь, но ее охватывает чувство вины. Она чувствует себя виноватой за то, что отправила их на северные ворота,
что теперь кажется самоубийственной миссией. Бандиты медленно захватывают Италику, сея повсюду разрушения. Они убивают и калечат местных жителей, оставляя после себя страх и хаос. Имперская армия делает все возможное, чтобы остановить их, но у них меньше солдат, и сдерживать нападающих становится все труднее. Солдаты храбро сражаются, но бандитов слишком много, и они начинают их теснить. Ситуация ухудшается, когда командир имперской армии оказывается в гуще сражения. Несмотря на все усилия, он погибает, повергая защитников и жителей Итаки в шок и страх. Новости о смерти командира быстро распространяются, вызывая панику среди защитников города и горожан. Без своего лидера защитники чувствуют себя беспомощными, а бандиты становятся сильнее и приближаются к захвату замка. В этом хаосе главарь бандитов выходит вперед и произносит речь, чтобы воодушевить своих людей. Он гордо заявляет, что наконец-то настал их час отомстить за поражение в битве у холма Арс. Он напоминает им о погибших в той битве братьях и обещает, что имперская армия заплатит за это. Слова главаря банды воодушевляют его людей, наполняя их энергией. Он обещает, что ни один солдат имперской армии не останется в живых, и называет их предателями, которые заслуживают смерти. Его речь заставляет бандитов сражаться еще яростнее, в то время как защитники Итаки изо всех сил пытаются защитить город. Вскоре приходит известие о том, что Норман, командующий имперской армией, погиб. Это вызывает панику среди приближенных принцессы, которые убеждают ее обратиться за помощью к японским силам обороны. Ситуация становится все более отчаянной, битва продолжается, и становится ясно, что ворота замка скоро будут открыты, и бандиты ворвутся внутрь и убьют всех. Советники предлагают единственный выход – вызвать спецназ и немедленно начать эвакуацию людей, чтобы обеспечить их безопасность. Время на исходе, и решение нужно принимать быстро. С другой стороны, Рори больше не может сдерживаться и бежит к восточным воротам. Увидев это, Итами и его товарищи следуют за ней на своем джипе, а Итами приказывает 401-му подкреплению занять позицию у восточных ворот и ждать его приказа. Вскоре боевые вертолеты 401-го подкрепления японских сил направляются к восточным воротам, чтобы занять свои позиции. Вскоре Рори добирается до поля боя и оказывается среди сражающихся мужчин, которые потрясены, увидев ее. Она использует свой непобедимый топор, чтобы убить разбойников, и быстро начинает одерживать верх в битве. Внезапно Атами приказывает боевым вертолетам открыть огонь по бандитам ракетами и пулеметами. Они медленно уничтожают базы противника, быстро разоружают их и заставляют спасаться бегством. Трусливые бандиты не могут противостоять хорошо обученным боевым вертолетам 401-го полка. Вскоре Атами и ее команда также добираются до восточных ворот и начинают поливать врагов пулями, заставляя их бежать как мокрых кошек. Увидев, что Атами вернулась, Рори снова вступает в бой, убивая бандитов как насекомых у себя под ногами. Наконец, она убивает командира армии бандитов, и после смерти их лидера в толпе начинается хаос. Командир боевых вертолетов просит Атами поскорее покинуть замок, потому что через 10 секунд они начнут атаковать базы противника. После уничтожения баз солдаты высаживаются с вертолета и начинают спасательные операции, а принцесса с восхищением смотрит на странную машину, которая может убивать людей за секунды. Бандиты уничтожены, и солдаты начинают искать местных жителей и восстанавливать их дома. Советники принцессы приходят к ней с новостями о том, что они наконец-то победили. Принцесса заявляет, что это заслуга императорской армии, но японские силы самообороны и жрица Амбы Рори успешно спасли всех. Она добавляет, что японские силы самообороны – враги их королевства, захватившие Арнс-Хилл, и задается вопросом, не призвала ли она еще более опасную силу, чтобы спасти Италию. Она боится, что если бы силы обороны Японии были их врагами, то она вместе со своими товарищами и советниками попала бы в плен. А важнейшая сельскохозяйственная область империи Италика была бы захвачена этими силами. После окончания войны все они собираются во дворце принцессы Муи в Италике. Атами разрешает им взять пленных под стражу, но с условием, что с ними будут обращаться уважительно. Вскоре переговоры заканчиваются, и силы обороны просят принцессу оплатить расходы на дипломатические миссии, делегации и охрану. Силы обороны не будут оккупировать город Италика и немедленно покинут его. Однако, прежде чем отправиться в базовый лагерь, девушки из команды Атами идут продавать драконьи чешуйки торговцу. После недолгих переговоров Лёле удается получить 30 серебряных монет за 200 драконьих чешуек. Но за оставшиеся 10 серебряных монет торговец дает им информацию о недавних событиях, чтобы компенсировать это. После сделки они возвращаются на холм, но внезапно джип с визгом останавливается, и водитель говорит Томми, что снова видит дым.
Когда они смотрят в бинокль, то замечают девушку на лошади. У странной девушки светлые волосы, она одета в тиару, а за ней следуют горячие цыпочки. Когда Атами присматривается, он видит флаги имперского королевства, а это значит, что девушки – это рыцари королевства, о которых принцесса им рассказывала ранее. Светловолосая девушка останавливается перед джипом и сердито спрашивает, не враги ли они из другого королевства. Когда Атами пытается что-то объяснить, другой рыцарь приставляет меч к его горлу и велит заткнуться. Когда Атами снова пытается заговорить, рыцарь дает ему пощечину, и остальные солдаты берут его на прицел. Но Атами просит их оставить его в покое и бежать, и они быстро разворачивают свои джипы и уезжают, а Атами остается в заложниках у рыцарей. Рыцари избивают Атами до полусмерти, а потом ведут к принцессе. Когда принцесса видит Томми в синяках, она выплескивает вино в лицо одному из рыцарей, называя их сборищем идиотов, которые похитили своего спасителя Атами. Она с грустью говорит им, что они нарушили договор, подписанный между силами специального назначения и городом Италика. А это значит, что силы специального назначения могут объявить войну Италике. С другой стороны, команда Атами и остальные солдаты отчаянно ждут его возвращения на границе с Италикой. Генерал, второй по званию, заявляет, что они будут ждать до заката, и если Атами не вернется, они войдут в замок и приведут его обратно. Пока они разговаривают, ближайший помощник Атами рассказывает девушкам, что Атами рейнджер, и они шокированы этим. Атами, который выглядит как помешанный на манге, на самом деле хорошо обученный рейнджер, прошедший адскую подготовку и обладающий стальным умом и телом. Через некоторое время они решают войти в замок, так как Атами нигде не видно. Эльфийка использует свою магию сна, чтобы спеть колыбельную и погрузить стражу в глубокий сон, и вскоре все засыпают. Она быстро взбирается на крышу замка и подает солдатам знак войти внутрь. Солдаты быстро занимают свои позиции. Атами перевязывают и усыпляют, чтобы он мог восстановиться. Когда он просыпается, то немного удивляется, увидев себя в окружении девушек, похожих на мифических существ. У одной из них кошачьи уши, а у другой заячьи. Вскоре в комнату входит горничная и уверяет Атами, что он находится в покоях принцессы, и она приказала слугам хорошо о нем заботиться. Она также сообщает ему, что рыцари, которые так плохо с ним обращались по пути в Италику, тоже жестоко наказаны, и все они благодарны ему за спасение их любимого города. Горничная серьезно замечает, что с тем, кто спас королевство, нельзя так обращаться. Поэтому, если он захочет разрушить город Италику, чтобы отомстить, они тоже поддержат его, но принцессу Муи обижать нельзя. Атами быстро уверяет их, что он не сделает ничего подобного. Мужчина улыбается и говорит, что пока он не поправится, о нем и Атами будут заботиться 4 горничные, и он может попросить у них все, что ему нужно. А девушка с заячьими ушками говорит, что кто-то пытается силой открыть решетку на окне комнаты Атами. Горничная отвечает, что это могут быть друзья Атами, а если это кто-то другой, то с ними разберутся привычным способом. Когда смущенная Атами спрашивает о девушках, которые ухаживают за ним, горничная отвечает, что одна из них воин-кролик по имени Мамина, другая кошка по имени Персия, третья медуза по имени Ая, а последняя человек по имени Хамон. Она предупреждает его, что медуза может забирать энергию людей своими волосами, но ее научили охранять Атами, пока он выздоравливает. Внезапно в комнату входят товарищи Атами по оружию, готовые напасть, если кто-то попытается помешать им забрать своего капитана. Но у них отвисает челюсть, когда они видят, что с Атами обращаются как с королем, а необычные девушки ухаживают за ним. Вскоре солдаты начинают ладить с девушками горничными и старшей служанкой. Мужчины пытаются флиртовать с девушками, а старшая служанка цепляется за Рори, чтобы получить ее благословение. Томми, видя оживленную атмосферу вокруг, говорит, что раз все здесь дружелюбны, они могут остаться в Италии еще на какое-то время и хорошо провести время вместе в рамках культурного обмена. Принцесса вызывает рыцарей Ордена Розы и обращается к светловолосой девушке-рыцарю. Она просит ее извиниться перед Атами и предлагает использовать свое обаяние, чтобы завоевать его прощение. Принцесса надеется, что это поможет им мирно уладить конфликт. Светловолосая девушка неохотно соглашается. Она переодевается в откровенное платье и идет в комнату Атами, ожидая, что он будет там один. Но когда она входит, то с удивлением видит оживленную компанию. В комнате полно людей, которые болтают и смеются, а Атами находится в центре всего этого, совершенно не обращая на нее внимания. Светловолосая девушка чувствует себя униженной. Она напоминает себе, что она вторая дочь уважаемого дома Палестины, и Атами даже не смотрит на нее. Это задевает ее гордость, и она быстро выходит из себя. В приступе ярости она бросается на Атами и сильно бьет его по лицу, оставляя большой синяк. Из-за этого шума их вызывают к принцессе. Когда принцесса видит синяк на лице Атами, она потрясена. Узнав, что блондинка снова виновата, принцесса разочарованно вздыхает. Она начинает беспокоиться, опасаясь, что Атами может отомстить, приказав своим войскам напасть на них, и их хрупкий мир будет нарушен. Солдаты говорят принцессе, что они забирают Атами с собой,
а она может разобраться со своими рыцарями самостоятельно. Они также говорят ей, что Атами должен представить отчет в Национальном Сенате, поэтому он должен присутствовать там. Когда принцесса слышит о Сенате, ее охватывает страх. Она боится, что Атами может пожаловаться на поведение ее рыцаря, и японский сенат может объявить войну Италии. Поэтому принцесса быстро встает со своего трона и заявляет, что она поедет с Атами в сенат. На следующее утро товарищи Атами и принцесса Пинна отправляются в сенат. Когда они приближаются к Арнсхиллу, принцесса замечает солдат, тренирующихся с оружием, и выглядит озадаченной. Из любопытства она спрашивает Лёли, не волшебники ли эти солдаты, использующие магию. Лёли качает головой и объясняет, что солдаты не волшебники, а используют оружие, называемое ружьями. Она описывает ружья как цилиндрические инструменты, которые создают взрывы с помощью свинцовых пуль. Это оружие в сочетании с ее тренировками делает солдат очень эффективными в бою. Лили добавляет, что их уникальный способ ведения боя стал причиной победы над имперскими войсками на холме Арнё. Принцесса выглядывает в окно, и ее любопытство сменяется страхом. Она видит танки, вертолеты и солдат с оружием, которые кажутся ей странными и пугающими. Потрясенная, она сравнивает эти машины и оружие с монстрами из другого мира, не в силах поверить, что люди могли создать такое. Когда принцесса добирается до лагеря, ее отводят к генерал-лейтенанту Хазами, который отвечает за оборону в особом регионе. Лейли тоже сопровождает ее в качестве переводчика и посредника. Когда генерал спрашивает, зачем к ним приехала принцесса из императорского региона, она извиняющимся тоном отвечает, что ее солдаты вели себя неподобающе с Томми, и она пришла просить прощения. Генерал отвечает, что он читал отчеты, и, возможно, на нижних уровнях произошло недоразумение. Принцесса кивает и отвечает, что она очень сожалеет об этом. Генерал говорит, что принцесса была достаточно любезна, чтобы выступить посредником между империей и силами обороны, и если договор вызывает у них проблемы, они всегда могут пересмотреть условия и заключить новое соглашение. Принцесса быстро отвечает, что нынешние условия договора ее устраивают. Помощник генерала говорит принцессе, что Атами попросил их считать синяки частью его обязанностей в особом регионе, а не принцессы и рыцарей. Позже тем же вечером Атами сидит в своей каюте и ворчит, что из-за обязанностей в особом регионе он не может посещать аниме-мероприятия. Он откидывается на спинку стула, смотрит в потолок и мечтает об отдыхе от своей напряженной жизни. Его веки тяжелеют, и он уже почти засыпает, когда раздается стук в дверь. Он открывает дверь и видит на пороге Лели, которая выглядит совершенно измотанной. Ее глаза слипаются, а голос звучит тихо, когда она объясняет, что весь день переводила для военных и жителей своего королевства. Она спрашивает, может ли он отвезти ее обратно в лагерь. Атами смотрит на часы и хмурится. Уже поздно, и найти джип в такое время будет непросто. Он предлагает ей остаться у него на ночь и отдохнуть. Лели колеблется, но потом кивает, слишком уставшая, чтобы спорить. Не успев устроиться, Лели падает на пол и засыпает. Атами вздыхает и с легкой улыбкой качает головой. Он осторожно поднимает ее и укладывает на кровать, укрывая, чтобы ей было удобно. Он пододвигает стул к кровати и садится, намереваясь немного за ней присмотреть. Но события этого дня вымотали и его. Вскоре он тоже засыпает, положив голову на край кровати. На следующий день эльфийка Рори, Лели и волшебник готовятся пересечь границу и отправиться в Японию для дальнейшего допроса японскими властями. К всеобщему удивлению, принцесса тоже присоединяется к ним вместе с белокурым рыцарем, который говорит, что тоже будет тайно их сопровождать. Вскоре группа пересекает границу и оказывается в Японии, и все они поражены, увидев повсюду высокие здания и небоскребы. Принцесса удивляется, что империя, которая начала войну против цивилизации, способной строить такие высокие сооружения, наверняка проиграет. Пока Итами заполняет документы, мужчина с кудрявыми волосами представляется как Камикада, представитель штаба разведки, и говорит, что его попросили сопроводить их. Итами с подозрением смотрит на него и спрашивает, из какого он отдела. Странный мужчина смеется в ответ и говорит, что такой умный человек, как Итами, легко может определить, кто перед ним. Камикада достает блокнот и начинает рассказывать все о Итами и его прошлом. Он говорит, что проверил Итами и узнал, что у него были самые низкие оценки в классе во время подготовки офицеров, и он едва не занял последнее место, потому что другой курсант получил травму. Он закончил обучение, но получил оценку сдал с трудом, и его начальник был недоволен и отправил его в школу рейнджеров, которую он каким-то образом закончил. По какой-то причине после этого Итами перевели в Нарасино. Плохие оценки не давали ему стать старшим лейтенантом, но после инцидента в Джинзи его повысили до первого лейтенанта. Но что удивительно, такой лентяй, как Итами, с ужасной репутацией на службе, стал ранкером, солдатом, созданным по образцу американской армии. Итами смотрит на него и отвечает, что если колония муравьев избавится от самого ленивого,
то остальные тоже начнут лениться, поэтому ленивые люди нужны. Незнакомец смеется над Томми и подшучивает над ним, говоря, что если такие бездельники, как он, будут занимать важные должности, то они точно обречены. Вскоре они садятся в автобус, который везет их по городу, где есть рынки и рождественские елки. Гости из имперского региона с интересом рассматривают странные здания с людьми внутри. Они заходят в магазин одежды, чтобы купить несколько нарядов для гостей, чтобы те могли прийти на заседание в официальной одежде, а затем отправляются на быстрый обед. Через некоторое время они приезжают в здание парламента, где принцессу знакомят с помощником премьер-министра и министром иностранных дел, и все они занимают свои места. Помощник рассказывает им о предстоящем заседании, говоря, что они собираются провести конференцию, чтобы убедиться, что все они на одной волне. Они обсудят и примут ряд решений заранее. Вскоре в Японии распространяется новость, что после 4 месяцев инцидента в Гиндзе сегодня состоится первое заседание по вопросам и ответам в парламенте. Помимо сотрудников сил самообороны, которые были в специальном регионе вместе с приглашенными беженцами, вечером для гостей сил самообороны проводится пресс-конференция. Как только Атами входит с беженцами, камеры начинают работать, и вскоре начинаются обсуждения. Вскоре к трибуне подходит женщина и обвиняет силы самообороны в том, что они не смогли быстро среагировать и спасти людей, погибших от дракона в районе Гиндзы. Отвечая на ее вопрос, Атами спокойно отвечает, что поскольку дракон был сильнее и могущественнее, силы самообороны мало что могли сделать. Более того, у них не было достаточной огневой мощи, которая отражалась от тела дракона. Они действительно хотели иметь более мощное оружие, такое как пучок заряженных частиц, рельсотрон, гравитонную бомбу или что-то в этом роде. Доказательством силы дракона являются чешуйки, собранные в особом регионе, и они пришли к выводу, что чешуйки такие же прочные, как вольфрам. И он испускает высокотемпературное пламя. Так что требовать нулевых потерь в бою с таким монстром неразумно. Женщина спрашивает Лили, сталкивалась ли она с какими-либо неудобствами, живя в лагерях беженцев, созданных силами ДЭФ в особом регионе. Лёли спокойно отвечает, что обо всей ее одежде, еде, крови, работе и духовных потребностях заботится в лагере. Женщина спрашивает, способствовали ли действия СТС каким-либо образом 150 жертвам в лагере. Лёля отрицает. Женщина спрашивает эльфийку, настоящие ли у нее уши, и девочка-эльфийка отвечает, что да, и как только она показывает свои уши, толпа сходит с ума, чтобы увидеть настоящую девочку-эльфа. Шокированная женщина спрашивает, не возникало ли у них каких-либо проблем с тем, как ДЭФ справляются с нападением дракона. Девочка-эльф отвечает, что она не уверена в этом, потому что в то время была без сознания. Следующий шанс выпадает Рори, и первый вопрос, который она задала, это ее имя. После этого ее просят описать жизнь в лагерях беженцев, и Рори отвечает, что это очень просто. Когда она просыпается, она молится, а ночью спокойно спит. Она использует это время, чтобы есть, убивать и приносить жертвы Эмбою, богу войны. Она спрашивает, что согласно отчетам треть беженцев погибла во время нападения дракона, в то время как у СТС не было ни раненых, ни погибших. Получается, что люди, которые должны были защищать беженцев ценой своей жизни, поставили свою безопасность на первое место, и в итоге жизнь мирных жителей оказалась под угрозой. После этого вопроса женщина ухмыляется, думая, что наконец-то раскрыла истинную сущность сил СТС. Но вдруг Рори кричит на нее, называя идиоткой. Рори продолжает рассказывать, как хорошо силы обороны сражались с драконом, защищая беженцев за своими щитами. Более того, она спрашивает, что плохого в том, что солдаты пытались спасти свои жизни, ведь они погибли напрасно. И кто теперь будет защищать простых людей, которые только и делают, что сидят в комфорте и жалуются? Она добавляет, что силы сражались с огненным драконом и вернулись живыми, поэтому первое, что они должны сделать, это похвалить их. Кроме того, отряд Итами сумел спасти 3/4 беженцев, и если она не понимает, что солдатам страны приходится очень тяжело, и они смогли сделать то, что никто другой не смог, то она глупая и недалекая. Женщина, которую разозлил ответ Рори, кричит на нее, называя грубой девчонкой, которая не умеет разговаривать со старшими. Она насмехается над ней за отсутствие ценностей и пытается объяснить ей японские нормы и правила поведения. Когда Рори видит, что женщина снова ведет себя как ребенок, она собирается преподать ей урок, но чтобы избежать дальнейшего конфликта, Атами быстро вмешивается и пытается сменить тему. Он берет микрофон и сообщает всем, что Рори выглядит слишком молодо для своего возраста, но она самая старшая из присутствующих. Женщина снова встает и спрашивает, сколько ей лет, и Рори отвечает, что ей 961 год, а эльфийке Туке 165 лет. Белли снова берет микрофон и объясняет, что она человек, которому 15 лет, а Тука эльфийка – редкий вид эльфийских фей, которые живут 1000 лет. А воительница – полубогиня, которая перестала стареть, поэтому понятие возраста к ней неприменимо. Позже принцессу просят забрать заключенных, которых японское правительство арестовало после инцидента в Гиндзе. Возвращаясь обратно, Атами везет беженцев на метро, и они с удивлением смотрят на поезд, который едет под землей.
В Токио они встречаются с Камикадо, который везет их в Токио, откуда они пересядут на другой поезд. Они делают это, чтобы работать под прикрытием и найти важную информацию. Когда они приезжают в Токио, им сообщают, что метро больше не работает из-за аварии. Камикадо говорит Атами, что это подозрительно, потому что на них могут напасть. Вскоре информатор сообщает им, что нужно ехать в Акихабару, и Атами везет их всех в дом своей бывшей жены, чтобы они были в безопасности. Они все в шоке, узнав, что у Атами есть бывшая жена, которая вышла замуж за такого психа, как Атами. Атами рассказывает жене обо всем и о том, что им грозит опасность, поэтому она отвечает, что не хочет подвергать себя опасности, и все соглашаются с ней. Атами говорит, что ему пришлось высадить Камикадо по дороге, потому что этот человек очень подозрителен и, похоже, сливает информацию, и есть вероятность, что за ними следят. Ночью, пока все спят, бывшая жена Атами, Риса, пишет мангу, которую должна сдать на следующий день. Один из солдат спрашивает Рису о ее браке с Атами. Она отвечает, что они с Атами пока просто друзья. Она говорит, что они не расстались, потому что они ссорились и были немного не похожи на обычную пару. На следующий день они решают пойти туда, где много людей, чтобы не подвергать себя опасности. Поэтому группа разделилась. Атами и Риса пойдут за покупками в Сибую, а другой солдат с принцессой и рыцарем в библиотеку, чтобы они могли познакомиться с японской литературой. Вскоре они оказываются в центре Сибуи, помогают Уори выбрать платье и покупают ей модную одежду. С другой стороны, принцесса в шоке от того, что видит здание, полное книг. Пока все заняты осмотром достопримечательностей Японии, Матами встречается со своим давним наставником, бывшим министром обороны Японии. Наконец, они все вместе садятся в метро, чтобы вместе поехать на горячие источники. После долгой поездки Атами и его группа наконец добрались до горячих источников. Все были рады расслабиться и насладиться купанием. Но их спокойное время длилось недолго. Рори показалось, что за ними кто-то наблюдает. Когда она выглянула в окно, то увидела вдалеке, на расстоянии 450 метров, мужчину, который наблюдал за ними. Это был один из солдат, охранявших их. Солдат быстро доложил своему начальству, включая бывшего министра обороны. Он сказал, что один из гостей заметил его с такого большого расстояния. Это означало, что она была не обычным человеком, а кем-то очень опасным. Но группа не заметила, что за гостями из особого региона и передвижениями Атами следила секретная военная команда. Недалеко от горячих источников японские и иностранные военные проводили учения. Из-за шума от учений Ри не могла уснуть. Пока остальные в группе спали, Ри бодрствовала. Звуки и напряженная атмосфера не давали ей расслабиться. Позже тем же вечером японским военным поступил новый приказ. Руководство приказало им прекратить учения и вернуться на базу. Это внезапное решение показало, что между японским и иностранным правительствами была заключена политическая сделка. Соглашение, похоже, заключалось в том, чтобы защитить гостей из особого региона и избежать неприятностей. В бане Рори, похоже, была в затруднительном положении, потому что не могла удержаться от того, чтобы наброситься на Атами. Атами сопротивлялся, но Рори прижимала его к полу. К счастью, Атами спас телефонный звонок, и он тут же оттолкнул Рори и бросился к телефону, чтобы сбежать. Когда Рори с любопытством спросила, что это за устройство, он ответил, что это называется сотовый телефон, и его используют для важных звонков. Рори хмурится и говорит, что его подчиненные должны знать, когда не стоит вмешиваться. Атами смотрит на входящее сообщение и понимает, что оно от Министерства обороны, а за окном японские и иностранные солдаты стоят лицом к лицу. Она выпрыгивает из окна и приземляется прямо перед ними. Она быстро двигается, легко уворачиваясь от их атак с помощью топора. Солдаты стреляют в нее, но промахиваются. Вместо этого они попадают друг в друга. Быстрые движения и непредсказуемые действия Атами заставляют обе стороны сражаться на пределе возможностей. Становится ясно, что иностранные солдаты были посланы противостоять японским, но Рори нарушает их планы. Она пользуется хаосом, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Один раненый солдат успевает доложить начальству, что они столкнулись со странными и опасными гостями из особого региона. Тем временем Атами лежит на полу в гостинице. Он кричит, чтобы все пригнулись, когда пули разбивают стеклянные окна. Воздух наполняется звуками выстрелов, которые эхом разносятся вокруг них. И Томми пытается понять, что происходит, но шум снаружи только усиливает хаос. Он слышит дикий смех Рори, которая продолжает свою атаку. Выстрелы и безжалостные атаки Рори ясно дают понять, что ситуация далека от контроля. Через некоторое время они все выходят из гостиницы, и Риса, увидев кровь и тела вокруг горячих источников, пугается как кошка. Она спрашивает, что происходит, и Атами отвечает, что скоро приедет полиция,
но они больше не могут здесь оставаться. Он приказывает своим товарищам Тамите и Курибаиси принести все оружие, которое у них есть, и собрать вещи. Тамита просит принцессу и светловолосого рыцаря переодеться и подготовиться к отъезду. И Тами подходит к раненой Рори, беспокоясь, что она сильно пострадала, но Рори успокаивает его, говоря, что ее тело восстановится. Она добавляет, что полубоги не умирают. В полночь группа выходит из района горячих источников, но они рады, что никто серьезно не пострадал и что гостиница принадлежит Министерству обороны. Иначе они стали бы жертвами иностранных войск. Вскоре они видят машину с водителем из сил обороны, и Тамада направляет пистолет ему в висок, приказывая выйти из джипа. Они выталкивают водителя из машины, и Лёли усыпляет его с помощью магии. Забрав джип, они уезжают, и Атами говорит, что они не поедут в район Гиндза, потому что это может быть опасно для них. Все в панике, и Тамина спрашивает Атами, какого черта они убегают и прячутся как крысы. Атами делает долгую паузу и отвечает, что он не знает, и расстроенная Тамина направляет на него пистолет, предупреждая, что если он не перестанет валять дурака, она его пристрелит. Принцесса спрашивает, не продали ли ее японскому правительству, потому что за 2 дня они несколько раз меняли машины и направления, как будто убегали. Она добавляет, что они приехали сюда для переговоров между Японией и империей. Другими словами, они здесь для мирных переговоров, но она начинает подозревать, что некоторые люди не хотят мира и хотят с ними воевать. Через некоторое время они добираются до военной базы сил самообороны Японии, чтобы отдохнуть после долгого пути. Пока 3 девушки покупают напитки, Риса решает немного подразнить Атами. Она спрашивает, нравится ли ему эльфийка или готка или платиновая блондинка, и Атами отвечает на все ее вопросы, а потом получает удар по голове от Рисы. Когда все возвращаются в джип, Риса использует свой ноутбук, чтобы узнать расписание на следующий день. Она говорит Атами, что Рори, эльфийка Тука и Лей должны посетить мемориал Гиндза. После этого они вернутся в особый регион. Она радостно сообщает Атами, что людям понравились их выступления в парламенте и что у них появилось много поклонников. Это значит, что в районе Гиндза, где они находятся, иностранным агентам будет трудно напасть на них средь бела дня. Риса говорит, что взломает официальный сайт и к обеду разместит больше информации на других сайтах. На следующий день в 10 утра японцы узнают о внезапной отставке премьер-министра и его госпитализации. Агенты Грэма, находящиеся на расстоянии, готовятся похитить людей из особого региона. Рядом с ними также можно заметить агентов из 2 других стран, что усложняет задачу, поскольку они уже потеряли свою команду у горячих источников, а премьер-министр подал в отставку, что означает, что переговоры больше не ведутся. Грэм говорит своей команде, что как только появятся люди из особого региона, они вызовут панику в толпе, отключат телевидение и похитят их. Вскоре Атами добирается до района Гиндза и удивляется, увидев так много людей у ворот, которые хотят взглянуть на особых гостей. Но прежде чем Атами успевает остановить Рори, она выпрыгивает из джипа, и толпа приветствует ее, как будто они увидели персонажа из манги. Они рады видеть девушку из другого мира и осыпают ее цветами. Атами понимает, что если они не начнут действовать сейчас, то усилия премьер-министра и Рисы будут напрасны. Он выпрыгивает из фургона и просит Рису уехать на машине и оставить ее где-нибудь, пообещав, что встретится с ней, как только сможет. Затем он приказывает своим товарищам Тамиде и Курибаиси охранять 5 гостей из особого региона, и если кто-то попытается причинить им вред, они могут стрелять без предупреждения. Толпа расступается перед гостями, а по новостным каналам сообщают, что девушки, появившиеся на диете, прибыли в район Гиндза и, возложив цветы к мемориалам, вернутся в особый регион. Город полон их фанатов, которые машут им и дарят цветы. Тем временем, с другой стороны, Грэм обеспокоен тем, что не может выполнить задание, когда вокруг гостей столько людей. Внезапно к ним приходит глава службы безопасности Камаката и говорит, что он здесь, чтобы следить за тем, что делают другие страны. Он предупреждает Грэма, что если тот будет умничать, то он будет вынужден арестовать его. Расстроенный Грэм сразу же звонит начальству и сообщает, что вся команда агентов ЦРУ арестована. Помолившись за погибших на мемориале, гости покидают Гиндзу, и толпа приветствует их. Вскоре они прибывают в особый район, и Атами встречают его друзья-солдаты, и все радуются после веселой поездки. Ночью принцесса говорит рыцарю-блондину, что она обязательно положит конец войне, потому что если они решат сражаться, то наверняка проиграют свою империю японским войскам. Она пишет письмо императору о своем решении и решает вернуться в столицу на следующий день. После 5-месячного инцидента в регионе Джима, битвы при Италике и других событий в Арнес-Хилле царит мир. В тени ворот начали обмениваться культурами и товарами, и в Алнусе стали собираться разные люди. Постепенно лагеря беженцев превратились в оживленный город. Тем временем принцесса Пина, которая своими глазами увидела Японию, возвращается во дворец, чтобы принести мир,
и ее сопровождает Сугавара Фудзи, посол Министерства иностранных дел. И начинаются секретные переговоры. Принцесса говорит своему помощнику, что выживание империи зависит от заключения мира с Японией. Вскоре в резиденции лорда Сисера состоится прием. Принцесса говорит послу, что клан Марда был одной из самых влиятельных семей империи и имел огромное влияние в Сенате. Он один из тех, кто готов к переговорам. После резни в Арнсхилле империя восстанавливает свою армию. Но решение о том, будет ли это война или мир, зависит от Сената. Фракция Сената, выступающая за мир, готова ограничить власть императора, который развязал эту опасную войну. После ужина принцесса оставляет посла наедине с лордом Сисеро, одним из самых влиятельных людей в стране. Она представляет посла как представителя Японии, загадочной и далекой страны. Лорд, заинтригованный этой редкой встречей, просит посла рассказать о его родине. Посол с гордостью говорит, что Япония – прекрасная страна, где 4 времени года сменяют друг друга, есть густые леса и чистая вода. Чтобы выразить свою добрую волю, посол преподносит подарки из Японии, которые символизируют дружбу и уважение. Лорд Сисеро внимательно рассматривает подарки. Они искусно сделаны и отражают высокое мастерство Японии. Понимая талант и умение этой страны, лорд сожалеет, что недооценивал Японию раньше. Он извиняется за то, что не сразу понял, на что способна эта страна. Лорду Сисеро, который интересуется этой далекой страной, интересно, где находится Япония. Посол объясняет, что Япония находится за вратами, волшебным порталом, соединяющим их миры. Но он также говорит суровую правду. Япония сейчас находится в состоянии войны с империей, правящей в этом мире. Это откровение шокирует лорда, и он сразу же начинает беспокоиться о последствиях действий принцессы. Он задается вопросом, почему принцесса Пина, член королевской семьи империи, тайно поддерживает их врага. Если об этом станет известно, то принцессу могут сурово наказать или даже казнить. Почувствовав беспокойство лорда, посол спокойно кладет на стол лист бумаги. В документе содержится важная информация. Племянник лорда Цицерона находится в плену в Японии. Посол объясняет, что принцесса Пина согласилась выступить посредником между двумя странами. Ее цель – договориться об обмене пленными, чтобы ослабить напряженность и спасти жизни. Но для этого плана нужны союзники, в том числе и лорд Цицерон. Посол просит лорда поддержать принцессу Пину в переговорах с императором. Ее успех зависит от влиятельных фигур, таких как лорд Цицерон, который будет на ее стороне. Это нужно не только для безопасности всех участников, но и для укрепления взаимопонимания между воюющими странами. В обмен на поддержку посол обещает лорду Цицерону, что его племянника будут хорошо содержать и сделают все возможное, чтобы вернуть его домой. Лорд Цицерон обдумывает варианты. Его преданность империи противоречит любви к семье. В конце концов, он соглашается помочь принцессе. Жизнь его племянника слишком важна, чтобы ее игнорировать, и он видит потенциал для мира в этом союзе. Тем временем Атами и его помощник прогуливаются по недавно построенному городу, и Атами рад, что лагерь превратился в оживленное место. Помощник говорит ему, что из-за быстрого роста города им не хватает людей, и единственное, почему это место еще работает, это потому, что принцесса Муи дает им своих служанок. Но, к сожалению, это плохо влияет на них, потому что некоторые служанки работают в барах, а некоторые молодые солдаты стали завсегдатаями баров. Пока они разговаривают, они встречают Рори, который только что прогнал странного парня, который доставлял неприятности. Они все вместе идут в ближайший бар, чтобы выпить, и видят там эльфийку, которая кого-то ищет. Она машет им и уходит дальше. Медик из команды Томми говорит ему, что эльфийка каждую ночь уходит искать своего мертвого отца, и они должны остановить ее, иначе она может навредить себе. Когда Рори спрашивает, действительно ли они должны заставить эльфийку принять реальность, медик отвечает, что они должны это сделать. Потому что люди не могут жить будущим, не принимая реальность. Томми просит медика позволить эльфийке делать все, что она хочет, потому что они сообщат ей о смерти отца. Тогда она может сойти с ума. Более того, скоро они покинут особый регион, и некому будет о ней позаботиться. Услышав это, медик немного грустнеет и уходит из бара в сторону базового лагеря. Пока Рори и Атами остаются одни, она рассказывает ему о своих приключениях и советует ему ценить жизнь, насколько это возможно. Внезапно в бар заходит темный эльф по имени Яо и кричит на всех, что они продают алкоголь детям. Она принимает Рори за маленькую девочку и начинает грубить. Рори это явно не нравится, и он спрашивает, что она здесь делает. Эльфийка отвечает, что она дочь Дихана и ищет зеленых людей, с которыми ей нужно поговорить. Затем она зовет Томми, чтобы тот напоил Рори, обвиняя его в том, что он извращенец. Рори сразу же прячется за эльфийкой и делает вид, что Атами действительно заставила его выпить с ней. Увидев, что разъяренная эльфийка готова напасть на него, Атами убегает, спасая свою жизнь, а Рори выпрыгивает в окно, пока темная эльфийка ищет Атами. Отогнав его, эльфийка возвращается в бар и спрашивает о зеленых людях, которых она ищет. Люди в баре быстро
быстро поняли, зачем Рори притворялась. Она хотела спасти Томми. Темная эльфийка понятия не имеет, что прогнала того, кого искала. Но никто не решается сказать ей об этом, потому что все боятся Рори. Темная эльфийка показывает людям настоящий адамантитовый алмаз, который она готова отдать в награду тому, кто приведет ее к зеленым людям. Все люди в баре собираются вокруг нее, чтобы посмотреть на огромный алмаз, и говорят, что с помощью этого драгоценного камня можно купить землю. Они начинают спорить, кто из них приведет темную эльфийку к зеленым людям. Темная эльфийка смотрит на спорящих людей и спокойно говорит, что они не справятся с этой задачей, и ей нужен кто-то, кто сможет убить раненого огненного дракона. Услышав о драконе огнедышащем, люди потихоньку расходятся по домам, извиняясь, что они слишком напуганы, чтобы справиться с кровожадным драконом. Но они уверяют темную эльфийку, что кто-нибудь из зеленых людей может согласиться убить дракона ради нее. Вскоре и сама темная эльфийка выходит из бара, оглядываясь по сторонам. Она прислушивается и слышит пение духов ветра, журчание чистой воды и свежий воздух. Вокруг нее тоже пышная и густая зелень. Она находит себе место и ложится, чтобы провести там ночь, постоянно убеждая себя, что скоро найдет кого-нибудь, кто убьет дракона и отомстит за нее. На следующее утро темная эльфийка просыпается от звука истребителей японских сил самообороны. Она некоторое время смотрит на них, а потом понимает, что это те самые зеленые люди, которых она ищет, и радуется, что ее клан будет спасен. Оказывается, несколько месяцев назад дракон огнедышащий напал на деревню Шварц темных эльфов. Своим огненным дыханием он жег людей в их домах, убив и ранив многих. Дракон оставил после себя выжженную землю с более чем 220 трупами и обгоревшими людьми, лежащими по всему лесу. Оставшиеся жители деревни созвали собрание, чтобы найти способ справиться с драконом огнедышащим. Они возлагали надежды на темную эльфийку по имени Яо, которая отрубила дракону лапу и прогнала его. Поскольку Яо самая сильная и мудрая среди них, с мечом и навыками, с которыми никто не может сравниться, Йо потеряла всех своих друзей и не смогла противостоять дикому дракону. Поэтому она отдала самое ценное сокровище клана и попросила найти зеленых людей. Взамен Йо пообещала взять на себя ответственность за то, чтобы привести зеленых людей с собой, и это оказались японские силы обороны. Сейчас она идет по следам вертолета и направляется к базовому лагерю. У входа в лагерь она встречает двух охранников и рассказывает им о своей деревне и драконе, но охранники, кажется, не понимают ее языка. Это немного расстраивает Яо, но потом она вспоминает о Тами, которого встретила в баре, и он, кажется, понимал ее. Йо пытается найти людей, которые могут помочь ей найти Томми, но все, с кем она сталкивается, это бандиты и грабители, которые не хотят с ней общаться. Вскоре она находит магазин, в котором работают солдаты сил обороны, а продавщицей там работает милая девушка. Яо подбегает к ней и спрашивает, может ли она помочь ей общаться с солдатами. Девушка показывает ей красную книгу, которая служит справочником для общения на двух разных языках. Она говорит эльфийке, что эта книга — справочник для общения с зелеными людьми, и каждый, кто здесь работает, получает ее бесплатно. Яо умоляет милую девушку отдать ей книгу, но та не может выполнить ее просьбу, потому что ее могут уволить за это. Услышав шум, в комнату входят двое солдат. Увидев Яо, они понимают, что это та самая эльфийка, которую они давно ищут. Через некоторое время Лили вызывают, чтобы она помогла солдатам понять, что говорит Яо, которая твердит, что ей нужна их помощь. Лили заходит в комнату, садится напротив Яо и просит ее рассказать, что она хочет. Яо умоляет ее помочь передать сообщение солдатам. Она хочет спасти свой клан от огненного дракона, и для этого ей нужна помощь японской армии. Мели отводит тебя к генералу, который говорит, что не может помочь, потому что ее лес находится за пределами империи, а они не могут пересечь границу без разрешения. Если они войдут туда, это будет означать объявление войны, и ей придется сдаться. Яо умоляет, чтобы ей не нужна была целая армия, а всего несколько человек, которые смогут победить дракона. Генерал отвечает, что не может отдать такой приказ, потому что это будет означать, что он отправит своих людей на верную смерть. Вскоре Лили везет Яо на джипе обратно в ее лес. Водитель смотрит на грустную эльфийку и говорит, что Атами может ей помочь. Он готов на многое, чтобы спасти того, кто ему дорог. Лили ведет Яо в чайную, где подают потрясающий чай от депрессии и тревоги. Вскоре Яо начинает плакать и говорит, что не может вернуться без помощи солдат. Ее клан ждет ее и надеется, что она скоро вернется с зелеными людьми, но она возвращается ни с чем. Военачальники, сидящие за столом, видят, что Яо плачет, и отчаянно пытаются найти способ помочь ей и ее клану. Один из них предлагает уничтожить дракона с минимальными потерями. Он предлагает использовать ракеты против дракона и, наконец, отправить пехоту, чтобы убедиться, что дракон мертв. После перерыва на чай Лели прощается с Яо и идет в местный офис, где работает эльфийка. Девушка-эльфийка радостно приветствует Яо и говорит, что слышала о ней от Лили.
Она предлагает проводить ее в общежитие. Итами встречает принцессу в глубине леса, где они садятся поговорить. Принцесса начинает рассказывать обо всем, что произошло с тех пор, как она вернулась из Японии. Она рассказывает Итами о проблемах и изменениях в королевстве и о том, как все развивалось после его отъезда. Поболтав, принцесса достает мангу, которую недавно получила из Японии. Итами узнает, что на королевский дворец сильно повлияла японская культура. Рыцари, которые работают во дворце, тоже начали наслаждаться японской едой. Они проводят время, пробуя японские сладости, десерты и чай, и дворец становится все больше похож на Японию. Итами слушает, удивляясь, как сильно японская культура повлияла на королевство. Он не ожидал такого смешения традиций, но чем больше он слышит, тем больше понимает, как глубоко люди приняли эти новые обычаи. Принцесса улыбается, рассказывая о том, как она научилась ценить эти вещи, но у нее все еще есть обязанности. Она сосредоточена на том, чтобы установить мир между Империей и Японией и надеется, что однажды две страны объединятся в гармонии. С теплым прощанием она говорит Атами, что ее работа еще не закончена. Когда он садится в карету, лекарь, который едет с ним, делится хорошими новостями. Дети из деревни Кота прислали письмо с благодарностью за помощь в их спасении. Котаму приятно осознавать, что дети в безопасности и учат японский язык. Связь между Японией и королевством продолжает укрепляться, и это наполняет его гордостью. Карета трогается, и Атами смотрит в окно. Он наблюдает за пейзажем, но его мысли далеко. Он тихо улыбается, зная, что у Японии и королевства впереди долгий путь. Он верит, что мир может быть достигнут, и надеется, что его усилия принесут плоды. В глубине души он полон решимости добиться этого мира. Задача может быть трудной, но сейчас он уверен, что будущее Японии и королевства обещает быть светлым. Путешествие продолжается, и по мере того, как меняется пейзаж, меняются и его мысли. Атами сосредоточен на общей картине, зная, что его работа еще не закончена. Он всего лишь часть большого дела, но с каждым шагом он чувствует, что приближается к цели – миру. Связь между двумя странами прочнее, чем когда-либо, и он верит, что однажды они будут работать вместе как союзники. Когда день подходит к концу, Томми Конта, человек, которого она ищет, с облегчением думает, что его клан будет спасен. Он с улыбкой на лице предвкушает новости, размышляя о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать.